Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Когда гуляешь здесь по набережной, все кажется таким спокойным, безмятежным. Море, солнце, туристы, смех. Но сегодня я расскажу, какие суровые северные ветра задувают здесь, на юге Испании. Об этом не пишут в рекламных проспектах. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Когда мы едем отдыхать, то, конечно, кроме погоды, еды и достопримечательностей, нас интересуют вопросы безопасности. В принципе, здесь, на юге Испании, я ни разу не чувствовала тревоги на улицах городов. Воришки не в счет. Могут и карманы обчистить, и сумку утащить, и телефон выхватить. Карманники промышляют во всех крупных городах и туристических центрах. Это не новость. Но теперь в Испании появились более серьезные парни, из-за которых может пострадать туризм. Испанская священная корова. В одном из видео я уже рассказывала, что здесь, на юге Испании, орудует под названием «Los Suecos», в переводе с испанского «шведы». На самом деле из шведского у них только паспорта. Они не шведы, но остаточек, как говорится, остался. Кто не видел, смотрите по ссылке в описании. Когда сегодня говорят о Швеции, то все чаще вспоминают не процветающее государство с чистыми улицами и честными законопослушными гражданами, и социализм с человеческим лицом, а взрывы, перестрелки и детей с автоматами. Страна, когда-то бывшая синонимом благополучия, сегодня полна насилия. И ее войны между наркокланами и молодежными бандами больше не ограничиваются улицами Стокгольма или Упсалы. Они ведутся и здесь, на Коста-дель-Соль, где туризм все чаще соседствует с преступностью, распространяющейся по миру с той же скоростью, что и туризм. 3 октября этого года 25-летний шведский рэпер Хамса Карими, известный как Хамко или Хамко, был расстрелян средь бела дня, именно в 13:30, в порту Пуэрто-Банус в Марбелье. В момент нападения он сидел на террасе бара и говорил по телефону. То есть в присутствии других посетителей в Хамко выпустили десяток пуль. Сидишь такой в баре, любуешься морем, тянешь винишко и вдруг бац! Приятного аппетита! Хамко забрала скорая, и через несколько часов он умер в больнице. По обвинению в убийстве задержан 38-летний швед афганского происхождения. Он находится под стражей в тюрьме Малаги. Следствие ведет испанская полиция при содействии Европола и властей Швеции. С самого начала и испанские, и шведские источники отмечали, что у жертвы были связи с криминальными кругами Стокгольма, и конкуренты имели что ему сказать. Выстрел – это форма переговоров в тех кругах. Через несколько часов после убийства в районе Энскеде-Долин в Стокгольме был устроен праздничный фейерверк. Так, по данным шведского телеканала SVT, группировка Долин Натверкет, сеть Долин, отметила смерть Ханко. За одно десятилетие Швеция, некогда образец социального государства, оказалась лидером ЕС по количеству убийств с применением огнестрельного оружия. Шведский социализм с человеческим лицом потерпел крах вслед за социализмом советским. Take a look at what happened in Sweden. I love Sweden. Great country, great people. I love Sweden. But they understand I'm right. The people over there understand I'm right. Take a look at what's happening in Sweden. По данным шведской полиции, в 2024 году в перестрелках и взрывах в Швеции участвовали даже дети 13-14 лет. Причина известна. Интеграция не удалась. Неравенство, изоляция, городские гетто и наркорынок, который привлекает молодежь легкими деньгами. В Испании шведские бандиты основали базу для доставки гашиша из Марокко в Скандинавию. Здесь, между Марбельей и Фуэнгиролой, среди яхт и роскошных вилл, северные кланы нашли идеальные условия для своего бизнес-центра. Мягкий климат, море, солнце, анонимность и сплоченное преступное сообщество. Киллеры здесь не живут. Они прилетают, убивают и исчезают, говорит следователь. Феномен, который шокирует даже опытных агентов, это киллеры-подростки. 17-летний бельгиец прилетел в Малагу и уже через 2 часа мужчину в Фуэнгироле, в 30 километрах от Малаги.
Оружие было доставлено из Парижа, билеты оплатили через нидерландскую сеть. Жертва, местный наркоторговец, оказался втянутым в войну, которую не понимал. Это было первое убийство, совершенное несовершеннолетним на территории Испании. Через несколько недель испанская полиция арестовала 2 молодых шведов, 1 несовершеннолетний. Они готовили еще одно нападение по тому же сценарию. Короткий перелет, отель, скутер для наблюдения и оружие для передачи. В обоих случаях в деле фигурировал один и тот же человек – 15-летний швед, живущий в Аликанте. Он вербовал подростков через телеграм и сигнал под псевдонимами «Дональд Трамп», «Рекрутер» или «Мисс Эвелина». «Он заказывал убийц, как будто пиццу», сказал один из полицейских газете «Эль Паис». Эта организация действовала как преступный конвейер. Одни вербовали, другие обучали, третьи вооружали, а самые молодые нажимали на курок. Но приговоры остаются мягкими. Главарь получил в Швеции лишь 2 года в исправительном учреждении из-за возраста. Они же дети. Наказания слишком мягкие. Вот почему они используют несовершеннолетних, объясняет шведский журналист-расследователь Диамант Салиху. А началось все не вчера. Еще в 2018 году группа молодых скандинавов наводила ужас между Марбельей и Эстепоной, устраивая разборки со взрывами и убийствами, включая убийство Давида Авилы по прозвищу Марадона. Его расстреляли прямо у церкви после причастия. Тогда банду и прозвали «Лос Суэкос» – шведы. Главарями были датчанин Амир Мекки и братья Абдул-Карим, причастные к 17 убийствам еще до переезда в Испанию. Они жили без роскоши, тренировались в тирах и планировали операции с ювелирной точностью. Некоторые члены банды сейчас в тюрьме, другие на свободе под следствием. Шериф шутить не любит. Ставь лайк. Убийство Хамко вновь привлекло внимание к одному из самых жестоких преступных кланов Скандинавии – Дален-Натверкет, сеть Дален, возникшему в районах Дален и Скарпник на юге Стокгольма. Десятки его участников вовлечены в торговлю запрещенкой, вымогательство и незаконное хранение оружия. Группировка уже несколько лет ведет открытую войну с конкурентами, с бандами «Фокстрот», возглавляемой Равой Маджидом, известным как «Курдский лис», и «Румба» под руководством Исмаила Абдо по прозвищу «Клубника». Деятельность ОПГ «Долин» расследует совместно Европол и шведская полиция. Главарем банды считают 27-летнего Микаэля Тенезоса по прозвищу Грекин – Грек. 12 октября, всего через неделю после убийства Хамко в Пуэрто-Банусе, Грека арестовали в Канкуне, в Мексике. Операцию провели мексиканцы при поддержке армии, флота, Нацгвардии и Европола. Тенезос был арестован в Канкуне после почти 3 лет проживания в стране. Оттуда он руководил своей бандой Долен. Грекин будет экстрадирован в Швецию, где ему предъявлены обвинения в отмывании денег, торговле наркотой и оружием. Во время проживания в Мексике Грекин вел себя незаметно, но продолжал дистанционно управлять сетью Долен. Работал, так сказать, на удаленке. В Швеции тем временем конфликт между группировками Фокстрот и Долен продолжал набирать обороты. Взрывы и убийства вынудили правительство страны объявить в 2023 году национальное чрезвычайное положение. Эксперты называют Коста-дель-Соль преступной экосистемой. Каждая сеть выполняет свою функцию – транспорт, логистика, вербовка. Они дополняют друг друга. Здесь пересекаются интересы Foxtrot Network Равы Маджида, его соперника Исмаила Абдо из клана Румба и группировки Долен. Марокканский хаш, поступающий через Гибралтарский пролив, остается основой их бизнеса. Испания оказалась идеальным местом для встречи 2 миров – марокканского хаша и шведских сетей, которые занимаются его сбытом. Коста-дель-Соль – превосходное место, чтобы ворочать большими деньгами, скрываться и сводить счеты. Схема проста. Несовершеннолетний получает 20 000 евро за нажатие на курок, путешествует с поддельными документами, выполняет задание и возвращается домой. Если не справился, его шантажируют. Если справился, предлагают новое дело. Этим занимаются посредники, живущие в роскошных виллах и апартаментах Пуэрто-Бануса, защищенные анонимностью, которая обеспечивает регион.
Местные власти балансируют на тонкой грани. Как сохранить порядок, не испортив имидж региона, живущего за счет туризма? Совместные операции с Европолом и судебное сотрудничество со Швецией сдержали волну насилия, но не уничтожили ее. Волну сбили, но она обязательно накатит с новой силой. История шведского насилия больше не принадлежит только Северу. Ее эхо звучит на юге Испании, на набережных Фуэнгиролы, в жилых кварталах Бенальмадене, в клубах Марбельи. Война северных кланов идет под тем же солнцем, которое привлекает миллионы туристов. Испанские власти ломают голову, как защитить процветающий регион, ведь хотя войны начинаются далеко на севере, их пули свистят здесь, на юге. И в заключение совсем недавнее происшествие. В Фуэнгироле после избиения в ресторане умер финн Киммо Мирьямо. Он сидел со знакомой супружеской парой в ресторане на набережной, когда на него напали несколько человек и избили, вроде бы битами, не знаю подробностей. После операции, которая длилась 18 часов, пострадавший умер. Покойный давно жил в Испании. Он не был, прямо скажем, примерным гражданином и вел всякие мутные бизнесы. В Финляндии за предприимчивость его наказывал суд. А в Испании, похоже, бизнесмена порешили без суда и следствия. Вот такие северные ветры дуют нынче в Испании. И на пасашок заглянем в цирк. Раньше был цирк с конями, а теперь, смотрите сами. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.